Не снимай, не выкладывай. 3 апреля, девчонки и мальчишки. Сейчас буду загружать обучалку. Я передумал опускать вот эту пониже. Да пускай так повисит пока. Потом чуть левее сделаем ее. Не знаю, как настроение будет. В принципе, на скорость не влияет. И как батя говорит, мне с них не стреляй. Вот. Сижу как царь во дворца, блин, в натуре. Можно навалить немножечко. На самом деле я не люблю слушать музыку громко. Когда ты слушаешь ее тихо, ты можешь накрутить туда бас немножечко, и это все как бы раскрывается. Когда колонки работают на пределе, у них нету такого, что вот у тебя что-то раскрывается, понимаешь? Оно все работает вот такой. Особенно если вот это вот такие колонки, понимаешь? За недорого. Если, конечно, взять какие-нибудь там студийные, там, как у Витальки, например, дома, там, конечно, да даже и на тех колонках я бы не стал слушать громко, потому что не люблю, когда меня что-то напрягает, а громкая музыка меня напрягала всегда. Не снимай, не выкладывай. А в данный момент я отсматриваю то, что снял и смонтировал, на предмет каких-то косяков. Очень полезная штука. Просто потратить время. То есть не пороть горячку, не заливать это в YouTube, а просто отсмотреть. И пока есть возможность, поправить. Видишь, как я тебе классно все расписал. По буковкам. Вот, и сделал новый эквалайзер для барабанов под эти колонки, потому что они звучат совсем по-другому. Но решил попробовать сделать под них эквалайзер отдельный. Давай послушаем. Может, добавить чутка. Теперь приходится все время лазить в компьютер. На колонках низы убавлены на всю. Только эквалайзер сейчас. Ой, эквалайзер. Только сап работает. Вот где должна быть моя голова. А она вот где. То есть все равно проходит мимо меня. Понимаешь? То есть надо еще их наклонять, чтобы они дули прям в меня. Потому что вот когда я встаю, это совсем другой звук. Такие дела. Ну или подальше сесть от стола. Диван убрать и сесть прямо сюда со столом. Не снимай, не выкладывай. Не едет ни хрена. 3 апреля, девчонки и мальчишки. Я решил сгонять в деревню. Ну, для новеньких. В этой деревне я какое-то время жил. Я родился в этом городе. Потом какое-то время уехал в эту деревню. И так получилось, что именно в этой деревне я и познакомился с барабанами. В общем, там я начал играть. Первые концерты мои были там. А потом уже приехал в город обратно. И попал в группу по объявлению. То есть сначала работал в автосервисе. Надо было что-то делать, работать где-то. В общем, и сервис был такой вообще на отшибе. Я мог там неделями сидеть без работы. Но почему-то ты привыкаешь вот сидеть, ничего не делать. Ну, рано или поздно все равно приходится что-то менять. Я поменял, я оттуда сбежал, короче. Устроился в другой сервис, начал работать, в общем-то. Но вот это то, что было в моей жизни, каждодневные вот эти барабаны, концерты, репетиции, это все пропало. Мама читала газету и нашла
такое объявление. Требуется барабанщик в рок-группу. Она меня показала это объявление, я говорю, звони. Она позвонила, и мы договорились. И она, ну так как я был немножко под шофе, вот, она позвонила, договорилась. И на следующий день я поехал на встречу. Получается, это уже была репетиция. Вот, я сыграл, всем вкатило, и так пошла моя музыкальная жизнь в этом городе. В общем-то, мы какое-то время репетировали, потом отыграли. У нас был целый дворец, которым заправлял человек, который горел вот этим. Молодежь вот эту вот научить играть, чтобы они играли музыку, они шастали там по подворотне. В общем, пока человек был жив, все было хорошо. В общем-то, и мы репетировали, концертировали. Меня замечали другие, просили к себе в коллектив. Я не отказывал. У меня было 5 групп в один момент. Прекрасно. 5 групп. Было 3 репетиции за день. Метался из группы в группу, пока не нашел свою группу, в которой проиграл 15 лет. Но даже играя в этой группе, я еще поигрывал в разных, заменяя тех или других барабанщиков, короче. И вот в том году, получается, осенью так случилось, что я из этой группы выпилился. Вот мы едем сейчас на родину, на мою, так сказать, малую родину, где я нашел барабаны, собственно. Вот. Так все совпало, что попался нужный человек, который умел играть на барабанах. Я увидел барабаны вживую. Я убежден просто, что все барабанщики, которые, стали барабанщиками, они стали барабанщиками, если они какое-то время, может быть, думали, то когда оказались рядом с установкой или с любым барабаном, я думаю, решение было принято в секунду. У меня это было так. То есть я только оказался рядом с барабаном, и я понял, что вот это моя судьба, как бы. Ну так, едем в деревню. Покажу тебе тот клуб, в котором я репетировал, собственно, и день, и ночь. Не снимай, не выкладывай. Кубасик едет, я доволен. Ну, едет в понимании куба. Да. Кстати, куб без проблем может выдавить весь спидометр, который здесь нарисован. Без проблем. Лично проверено мной. Ой, тут камера. Блин, тут камера. Тут надо не газовать. Потому что здесь камера. Газовать тут нельзя. Мне надо... Я знаю, что здесь камера, поэтому... Еще по дороге еще одна камера попадется. Вот. Когда я купил первую япошку, это была Toyota. Дождик пошел. Toyota Corolla. У нее тоже было 180 на спидометре. Но... Я помню, как я ей навалил так, что она стрелку завалила практически вот до середины, вот сюда. То есть еще плюс там, не знаю, 2 или 3 десятка, короче. У япошек законом, по-моему, запрещено рисовать спидометр больше. А сам двигатель, то есть вообще машина, может пойти столько, сколько ты надавишь. Тут вообще проблем нет. Особенно с горки, если на кубе. Я хотел машину помыть, а потом поехать. Дождик фигачит. Так, здесь вообще опасно. Уезжаем. Смотрим во все глаза с собакой. Собака вот тут на месте. Соточку, короче, наступил и еду себе. Так и в Москву буду педалить. Правда, там вроде бы как не степи. Это у нас тут уральские степи. То есть куда ни плюнь, степь кругом, короче. В этой деревне я провел половину своего детства. Вот, я там почти всех знаю, меня все знают, короче. Вот. Потом, когда стал там на барабанах играть, тоже ездили там по всяким. День района. Все всякое такое. Было прикольно, блин. Сейчас
Я еду к тем людям, которые работали во главе этого клуба, когда я там был. Сейчас уже нет, поэтому я тебе не смогу. Но я знаю, что та установка, на которой я играл, она стоит в комнате. Я ее последний раз видел, наверное, года 1,5 назад. Она стоит, но она по моим теперешним меркам, она абсолютно неиграбельная. Ну, то есть пласты совдеповские стоят, они никак не звучат там. В общем, резонаторных пластов нет. В общем, все такое. Где-то скотч подклеен там. Так, короче. Тяжелый случай. Установка энгельсовского завода. Помню, как купил Toyota Corolla и поехал в деревню, короче. И валил в пол всю дорогу. Я приехал минут за 15. Ну, тут 50 километров, короче. Вот. И когда я приехал, я решил проверить масло. А его там почти не было. И вот с тех пор понял, что я все-таки покупаю не новую машину, а подержанную. И ну так наваливать, блин, при таких-то пробегах, это уже кощунство, блин. И с тех пор как бы не наваливаю, потому что понимаю, что вот за 3000, когда ты уже обороты поднимаешь, у тебя расход масла повышается сразу. Поэтому катимся себе 100-шечку спокойненько. Вообще не паримся. Через дорогу вода текла, представляешь? Офигеть. Вон, видал? Давно такое не видел. Тут была старая дорога, и в момент, когда весной разливалась, мы, допустим, доезжали до моста, а моста не было, прикинь. И ехали обратно в город. Вот это было вообще... Нифига тут разлило. Сейчас фоточку отправлю бате. Ну, не бате, мамке. Мамка бате покажет. Мы в детстве, помню, на этих разливах рыбачили. Прям вот на дороге. Тут куча народу стояла и прям закидывала удочки. Тут было... Таких чушек вылавливали, офигеть. Ничего себе. Вот здесь шла старая дорога. И ее прям сносило каждую весну просто напрочь. Че, собака? Вот, а потом прям построили нам вот эту вот шоссейку. Круто прям. Смотри как. Давно я не видел такого вот, чтобы аж прям вот... Офигеть, как будто через Урал переезжают. Ты посмотри, море прям. Ну тут понятно. Тут еще, помню, трубы через эту дорогу проложены внизу. И с них такой поток валил. Ну, видал что? Смотри. Охренеть. Батьку покажу. Вот он охренеет. И вот эти вот дома, короче, которые идут вдоль речки, их тоже затапливало. Вот самые первые домишки, которые... Интересно, как они сейчас себя чувствуют. Ну тут все, сейчас, конечно, не так, как раньше. Вот тут все было в воде. Вот дорога старая идет. Да? Колея еще присутствует даже. Ну и там мост, его просто сносило каждую весну. Прикольно. Прям пустые дома уже стоят некоторые. Короче, связь есть. Раньше никогда тут связи не было. Сейчас ЛТЕ прям 4 палки. Интересно. Сейчас провезу тебя мимо клуба. Корову завалил. Видал? Лежит буренка ногами кверху. Котельная, которая топила раньше всю деревню. Я еще работал в клубе в тот момент, когда коптерщик, как он, кочегар, забухал и разморозил всю деревню, представляешь? Всю деревню разморозил. И все, после этого трубу наметал, то есть все, котлы выворотили. Вот, собственно, тот самый клуб. Детвора, молодежь на музыках. Смотри, все стекла повыхерачивали. Охренеть. Вот
Это так называемая локация за клубом, где раньше происходили все разборки во время дискотек. А дискотеку вел я, между прочим. Вот он, собственно, тут клуб родимый. Как будто всю жизнь тут прошла. А на самом деле года два, не больше. Проедем мимо моего дома, где мои деды жили. Дом уже в плачевном состоянии. Куча построек было во дворе. Забор был. Все в печку ушло. Денег нет, топить надо, а зимой. Ай-яй-яй, начинают забор разбирать. Потом сарай, потом баня и так далее. Короче, вот здесь живет мой подписчик. Калек, тебе огромный привет. Вот твой КамАЗ стоит. Не твой, а батя твоего. Не знаю, может быть и твой уже. Хрен его знает. Смотри, где я еду. Видал? Увидит, блин, в ложике, прикинь. Киселев. Николай. Я знаю, что батька твой тусовался у нас частенько. С дедом они что там кубатурили, короче. Потом дед, когда уже под старость лет начал что-то глючить, вот он мой дом. Вот он, мой домишка. Охренеть. Шифер сорвало, прикинь, тут заборы уже. Окна кирпичом заложены. Вон баня, туалет. А здесь мой гараж был, которого нет. Который стопили весь, прикинь. Вот тут мы заезжали во двор. Все просто дровами заделано. Ужасно, конечно, наблюдать это. Бедный домишка. Блин, никогда даже в детстве я бы не подумал, что буду проезжать мимо него и не зайду в него даже ни разу. Ужасно, конечно. Мы его продали, потому что никто в нем не смог бы жить. Меня бы задолбала тоска, я бы не смог жить. Хотя, может, это только первое время мне так казалось. Сейчас вот я вот так думаю, я бы спокойно мог там жить. Спокойно. Навел бы там порядок. Дело в том, что в этом доме я провел практически все детство. В этом доме умерла бабуля моя любимая. Дед заплохел, мы его увезли домой. Вот. Дома он и умер в городе. Вот. И дом остался без хозяина, короче. И через год мы его продали. Мы еще пару раз летом приезжали в него, там шашлык, башлык. Но ночью наступает такая дикая тоска. Просто ужасная. Что волком хочется выйти. Понимаешь, вспоминает все детство, вот это бурное. Такая мохнатая лошадка. Так, надо Юльчику написать, где она хоть. Ну, я, конечно, в афиге, что тут связь есть. Серега на гемодиализе, я только не знаю, где, в городе или в Кизиле. Юлька сказала, до 5 работает. Связь есть, прикинь. Написал Юльке письмо, жду ответа. Наверное, вышку хоть поставили. Прикольно. Ну, что-то грохочет спереди, блин. Не разгонишься. Я думаю, что это рейка парчужная попалась. Ну, шаровый какой. Хрен его знает. Короче, наши слесаря ни хера не могут определить. К ним заезжаешь, они такие шатают. Все нормально. Езжай, типа, не прикалывайся. Время 16:27, а я-то, короче, аккумулятор-то скидывал. И у меня уже 5. Я ей пишу, ты где? А еще только 27 минут. Сейчас время буду направлять. Только сейчас работаю в библиотеке. Поедем в библиотеку. Библиотека раньше была в клубе. Но клуб потек. И они решили библиотеку спасать и переехали, по-моему, в детский сад. Сейчас я туда подъеду, посмотрю. Ну, тут, конечно, дороги всю жизнь вот такие, никто их не делает. Поэтому по земляной лучше ехать. Юлька отписалась, сказала, приезжай в садик. Вот из этого проулка я вылетал на мотоцикле так. И вот вылетал на эту дорогу вот так вот мимо этого столба. И вот в этот прогал, короче. И вот на этом брустере взлетал, короче. Тут самое главное было попасть между ворот вот этих вот. А, заделали, прикинь. То есть вот так вот. Видишь, какой бугор классный. То есть и тут самое главное было попасть, не попасть в вот эти ворота в эти. Школа, собственно.
Вот здесь я играл еще в хоккей, помню. Вот на этой площадке. Крутая была площадка, кстати. Куча фонарей, все куда-то похерили. Очень светлая была площадка, лед классный. Ну, чувак работал в школе, который следил за этим. Ну, дальнобойщик какой-то, прикинь. Фига себе. Фига у него задний двор. А вот садик, который сейчас, ну, раньше там был дом престарелых, после того, как садик. В этот садик ходил я, прикинь. Вот так вот. Это новый садик, который строили уже при мне. Вот так вот. Вон, видишь, вон ту вот двухэтажку. Вот это была такая же. Прикинь, какой ужас. Просто жесть. Сайдингом облепили. Вот этот этаж. Крыльцо раньше было. Походу никто не живет. Было крыльцо с лавочкой, где мы сидели с музычкой. Не снимай, не выкладывай. Народное творчество. Наконец-то я нашел библиотеку. Мы тут... О, нифига себе. Я думал, собака сейчас реагирует на это шерстяное. Нет? Нет, вообще. Такие тут комнатки прикольные вообще. Такие чик. Ну, это же садик. А там у вас... Там посуду мыли. А там у вас музей, типа, да? Да. Да. Да, вот ну, недавно мы прям... Круто, ездили только. очень круто. Не снимай, не выкладывай. Вот и все. Я нагостился. Дождался Серегу. Поболтали.
Сейчас, наверное, тем же путем уеду. Там непонятно, что с дорогой. Ну вот, когда заезжали сюда справа от моста, типа, можно вот так проехать вниз. Ну, так я не знаю, что там с дорогой. Решила рискнуть. Половина домов уже пустые, представляешь? Вот тут родственники жили. Вот она, вода, видал? Уже туман спускается, короче. Вот такой вот домишка с одним окном. И рядом вот такая вот хибара, блин, с сайдингом обделана. Прикинь, еще чуть-чуть, и вот сюда уже начнет вытекать на дорогу. Такая вот жесть. Собака, ты куда лезешь? Опа. Туман стелится, видишь? Что-то я припозднился. Вот такой вот Volkswagen. Как можно в деревне накопить? Не подскажешь? Вот еще один магазин продовольственный, который потом в ларек уже переделывали 300 раз. Просто в некоторые окна заглядываешь, а там такая жуть. Какие-то обшарпанные стены. А тут что, прям в грязи, вот так вот по грязи так проезжай. У тебя вот возле дома горбыль лежит, просто постели его. Езди по нему. Нет. Аккуратненький домишка. Свет не горит, тоже никого нет. Вот такие вот хоромы. А вот тут живет тренер по физре, который вел секцию борьбы. А вот тут был съезд к мосту. Все, загородили, короче. Прямо вот здесь был съезд на мост. Тот мост, который сносит все время. Ну все, мы практически выехали. Все, а тут вообще дорогой не пахнет. Поэтому я сюда не хотел ехать. Все из города приезжают сюда, прикинь. Все работают в городе, а живут здесь. Много домов разваленных, вот таких вот. Вряд ли тут кто-то живет. Еще чуть-чуть и вообще развалится. Крыша уже, видал, волнушкой. Зато тут гирлянда. Тут тоже ни одной рамы нет уже. Рамы все повыбили. Толчки стоят, блин. Торгуешь, что ли, этими толчками, блин. Толчки продал, гирлянду купил. Вот это бред вообще. Красота. Ой, ой, ой. Последний дом в деревне. Жилой. Вот тебе деревня, прикинь. Вот такая жуть. Какие-то жестяные ворота. Все. Офигеть. Ну тут вот такой вот трэш. Можно сфотографироваться где-нибудь здесь. Уныние, короче, сплошное, просто жуть. Все, выбираемся потихонечку. Наверное, затемно приеду уже. Завтра будет прохладно. Что-то гремит, а что хрен его знает. Бесит уже. Как на какой-то помойке еду, блин. Похоже на... Не знаю, на что похоже. Ну все. Помчались мы с собакой в город. Классификацию. Сообщается также, что Ты своих альбомов 2 они записали в Америке. Прежде чем обеспечить, конечно, успех. Южин Спажин не доказан. Техники, которые продлятся до конца апреля, управляют фасада, а также монтаж системы освещения. Заехали в город. Что-то я никакой. Как я поеду там? Надо высыпаться, блин. Я проспал плохо сегодня. Еду, уже залипаю, короче. Дорога иногда так это убаюкивает. Монотонная, особенно когда просто... Вот когда едешь на юг, особенно когда уже из Краснодара там
ближе к горам. Там не скучно вообще ехать. Только так, вверх-вниз, вправо-влево. А у нас просто прямо пилишь себе и начинаешь немножко залипать. Тебя люблю. Я уже ненавижу,